Какое же великолепное завершение истории. Еще ни один мультфильм не трогал меня до такой степени. Ну, ладно, почти не один. Все, хорош. Короче, история игрушек — это самое что ни на есть история ностальгии по детству. По любимым игрушкам, которых уже нету. Хотя мои, конечно, и сейчас со мной. Что, несомненно, делает из меня великовозрастного задрота. Но ностальгии пофиг, она касается всего. Как приставок и картриджей, так и игрушек и комиксов. К слову, по мотивам самой первой истории игрушек выходила просто офигительная игра на Мегадрайве. И как в свое время явилась прорывом графика в одноименном мультфильме, так и не менее поразила графика в одноименной игре. Множество режимов, вездесущая 3D, филигранная анимация всего и вся возвели игру в абсолют среди 16-битных игр. Да, при этом она была непростая, но все-таки это не Баффи-О'Хэр с одним ударом. Но, как вы знаете, у меня в детстве Сеги не было, у меня была Денди. Но даже тогда я и знать не знал, что на Денди тоже существовала версия истории игрушек, пока не наткнулся на статью о ней в 35-м номере журнала «Великий дракон», где уже по одним только картинкам можно было бы сделать вывод, что 8-битная версия от сеговской не так далеко и ушла. Да, 3D и суперанимацией здесь уже не пахнет, но разнообразие уровней осталось. Но игры у меня по-прежнему не было. Даже в интернете не было рома. Я искал ее, просил своих друзей искать. И однажды мой друг Вовик ее даже нашел. То есть он нашел картридж, на котором было написано Toy Story, но внутри там оказался упоротый хак Бомбермена с Вуди в главной роли. Это было обидно. Именно поэтому с картриджем случилось то, что случилось. Ох, них. Но я не сдавался, я продолжал искать. Я мониторил форум GBX каждый день в течение долгих месяцев. И я нашел ее. И я выложил за нее 3000 рублей. И она пиратская. Не передать словами, с каким наслаждением я включал этот картридж в приставку. Впрочем, я могу попробовать. На тот момент я уже многократно проходил сеговскую версию, и запуская Toy Story на Денди, мне прежде всего было интересно, что же разработчики сумеют перенести на 8 бит, а что нет. И первое, на что я обратил внимание, они не сумели перенести обширную иллюстрированную сюжетную линию, но использовали для этого заставку с волшебным экраном, что в принципе было неплохим решением. Первый уровень мне понравился сразу. Комната Энди, его игрушки, мотив Рэнди Ньюмана, облачка на стенах и сам ковбой Вуди создавали знакомую и уже полюбившуюся атмосферу. Управление слегка инертное и заторможенное по сравнению с Сегой, но в целом приятное. А вот и ведерко, из которого сейчас десантируются солдатики. Ну вот сейчас. Эй, мэн! Мув! Ну ладно. Сейчас скинем еще рацию и можно бежать к концу локации. Звездочки, за которые на Сеге давали бонусы, как видите, тоже не завезли. Но дендиская версия априори проще, поэтому они особо и не понадобятся. Чё? Это же... Не спрашивайте. Далее мы видим, что уровень со сбором игрушек в сундук отсутствует, и под вторым номером сразу идет гонка с Базом. Хотя, наверное, все-таки это гонка с самим собой. Видимо, Баз так и сделал тот самый шаг в бесконечность. В общем, помимо того, что Вуди здесь цепляется за крючки не кольцом на веревочке, а руками, сказать больше нечего. Блин, я не могу.
Заставка к следующему уровню рассказывает нам о том, как Базз появился в комнате Энди и решил устроить гонку с Вуди, которую мы только что якобы прошли. Поэтому здесь гонка представляет из себя битву. Битва с кошмарным Базом была подана в дендиской версии как битва с настоящим Базом, который действительно умеет летать и стрелять лазером. Прикол поймут только те, кто играл в игру на 16 битках. Те же, кто не играл, получают неожиданный твист сюжета. И все бы в этой битве было бы ничего, если бы Базз не появлялся постоянно в потолке. А чтобы он этого не делал, самому игроку надо стоять на полу. Собственно, несколько ударов и все. Ты что? Хватит! Не, ну вы что, серьезно? Ну какая контра? Не могли более абстрактный джингл засунуть? А вот следующего уровня я очень ждал. Воспитанный на любви к микромашинкам, покатушки на Эрсикаре, я вожделел еще со скринов в статье Великого Дракона. И вот момент настал. Погнали! Ой-ё, ни хрена себе! Ты куда? Блин, да выруливай же, ну! Ох, я не знаю, кто это делал, но он точно не играл в микромашинки. Господи, он даже по прямой не едет, его сносит. А тут еще и батарейкой собирать надо. Вот это трындец, а не управление. А я еще думал, на синхе было сложно. На самом деле немного напоминает управление машинкой на пульте в детстве. Но только к этой еще добавили спущенные шины. Наконец-то. Кстати, забавно, что здесь Базз ожидает нас только в конце пути. Что в принципе более логично, да? А вот то, что текст заставки перед следующим уровнем полностью повторяется из предыдущего, мало того, что нелогично, так еще и глупо. А тут новая битва. И пропущена куча уровней. И написано «Той сотри». То есть «Сотри той». Дескать, сотри игрушку в порошок. К слову, битва с этим боссом также упрощена. Тут уже не надо манипулировать раздражающей шиной, чтобы заарканить База, а просто надавать ему люлей. И в очередной раз услышать джингл из контры. Поздравляем! Вы выполнили миссию Вуди. Чё, я завалил База и прошел игру? То есть сюжет истории игрушек завершается тем, что Вуди убивает База и возвращается к Энди. Китайцы пи***.